Дорогие дамы, господа и иные формы жизни, всех приветствую. В грядущем видеоролике рассматриваем обновление в приложении Marvel Битва Чемпионов, ну а если вернее, стандартный первоапрельский сет из того, что закидывают разработчики. Ну и перед тем, как мы приступим к самому видеоролику, необходимо упомянуть магистра ордена приложения Marvel Битва Чемпионов, благодаря которому вообще удалось лицезреть данное обновление, поскольку его элементарно упустить в связи с тем, что событие вроде как нигде и не фигурирует. И в этом году была вероятность даже такая, что это событие можно было упустить. Опять же, в чем все дело? Дело все в том, что обычно, когда появляется какое-то обновление, то внутри игры разработчики, хоть как-то это упоминают, а в данном случае мы можем наткнуться на это обновление абсолютно случайно. И это достаточно странно, поскольку само обновление будет ограничено по времени. Само событие функционирует с 1 апреля по 8 апреля, и получается у игрока будет где-то 7-8 дней для того, чтобы все это пройти. Разумеется, проходится все это достаточно быстро, просто и понятно. Но, как и обычно, есть небольшая загвоздка. Загвоздка это связано как раз-таки с перемещением. И перемещение сделано в ходе первоапрельского события, как и должно быть. И все построено на так называемой случайности. И вам может повезти, и вы можете буквально с первой попытки добраться до следующего подраздела, после него еще до следующего подраздела, и так, когда вы пройдете 3 подраздела, вы доберетесь до финального босса. Но вам может не повезти, и у вас уйдет где-то час для того, чтобы вы просто переместились чуть выше. Собственно, есть 3 уровня, как уже упоминалось. И все эти уровни между собой немного отличаются. Отличаются они как раз-таки временем, и время является измененным параметром. Есть у нас стандартное течение времени, собственно, как было до этого обновления. Ну и конкретно в этом событии, конкретно в этом обновлении, конкретно в этом режиме у игрока будет возможность поучаствовать в этом самом первоапрельском событии, где течение времени будет немного искажено. Изначально ускоряется, после замедляется. И вот это вот замедление времени реализовано действительно интересно. Выглядит необычно, практически, если вы не замечали старые специальные атаки некоторых персонажей. Ну и, разумеется, все эти эффекты в некоторых своих, скажем, проявлениях могли быть замечены игроком, соответственно. Вот. Далее. Что по поводу багов и остального? Поскольку событие первоапрельское, мы не можем назвать любое явление, которое там будет происходить, багом, поскольку, 1 апреля, и логично, что все, что может условно считаться багом, на самом деле является задумкой разработчика. К примеру, иногда криво будет работать парирование или уклонение от атаки или еще что-нибудь. В некотором случае это иногда даже прикольно выглядит, но не всегда. Проблема данного события не только лишь в том, что построено оно на случайных перемещениях, а еще и в том, что вот это вот ускорение времени и прочие вещи достаточно специфическим образом будут поддерживаться на разных устройствах, по всей видимости. Но это, разумеется, не точно. И не знаю, насколько это будет действительно так функционировать, но есть вероятность того, что просто будут какие-то лаги или вроде того, но
по идее, пока замечено такого не было. Вроде бы. Но это, разумеется, не точно. Далее. Что еще хотелось бы по поводу этого интересного события упомянуть? Наверное, то, что при повторном прохождении уже какую-то усиленную награду игрок получать не будет. А за прохождение самого события игрок получает титул, и это вполне ожидаемо и, на мой взгляд, прикольно. В общем и целом, событие получилось достаточно интересное. И, как и следовало ожидать, это довольно хорошая возможность вспомнить о старых персонажах, которых на фоне всего того, что уже повводили разработчики, будет вымываться из памяти. В общем целом, данное обновление рекомендуется, опять же, к прохождению, вероятно, для тех, у кого есть лишнее время, поскольку, как уже ранее упоминалось, построено все во многом на так называемых случайных перемещениях, и если вы, например, будете подобные вещи проходить где-то там в метро или в каком-нибудь офисе с огромным скоплением людей, и они решат посмотреть в экран, то будет как бы не очень, поскольку мало кто поймет, что вообще происходит, и вы можете 1 час потратить на то, чтобы просто куда-то хаотично кликать по экрану в надежде на то, что вам повезет. Но может и не повезти. Итог. Событие интересное, событие необычное, как и обычно, и, пропускать, вероятно, не следует. Почему? Потому что можно посмотреть на приложение слегка с другой стороны, и на фоне всяких достаточно сложных и объемных обновлений, которые мы частенько видим, данное событие является таким легким, разминочным и более умиротворяющим, что ли. В общем, в целом это все. Воды мы пролили достаточно, аж практически на 7 минут. В общем и целом, желаю всем удачи и хорошего дня.